Всем привет! Сегодня у нас процесс изготовления частей секции крыла беспилотника. Изготавливать будем из карбона методом вакуумной инфузии. Оснастка представляет из себя две заранее изготовленные стеклопластиковые матрицы. Формируем вакуумный пакет, который будет состоять из жертвенной ткани, вакуумной пленки, двух слоев углеродной ткани и проводящей сетки для распределения смолы. Матрицу зачищаю растворителем от остатков воска и загрязнений. Каучуковым герметизирующим жгутом формирую будущий периметр вакуумного пакета. Затем на матрицу наношу 3 слоя разделительного воска, для того чтобы конечное изделие не прилипло к оснастке. Последовательно укладываются 2 слоя углеткани, жертвенная ткань, проводящая сетка и в конце вакуумная пленка. Вакуумная пленка, как правило, в 1,5-2 раза больше по площади матрицы. Это используется для того, чтобы она могла свободно покрыть всю матрицу без натяжения, иначе не удастся получить вакуум. По периметру матрицы равномерно формируем складки герметизирующим жгутом. Делаем в нашем пакете выходное отверстие для подключения к вакуумному насосу и входное, которое будет использоваться для подачи смолы. Обязательно проверяем пакет на герметичность. Для этого отключаем вакуумный насос и выжидаем 10-15 минут. Если давление в системе повышается, то где-то в пакете происходит подсос воздуха. Продавливаем жгут в местах возможных протечек, для того чтобы обеспечить герметичность пакета. Проводим дополнительную дегазацию для уже замешанной смолы в вакууме, чтобы в готовом изделии уменьшить число воздушных пузырей. При включенном вакуумном насосе с одного входа подаем смолу во второй. Смола из-за разницы в давлении начинает пропитывать углеткань в пакете. Из-за того, что я пролил часть смолы, пришлось перекрывать подачу смолы в тот момент, когда она практически закончилась. Получилось, что я немножко подсосал воздуха. Будем надеяться, что весь воздух останется в ячейках проводящей сетки. Через 3 дня снимаем пакет. Тут у нас осталась на пакете часть пролитой затвердевшей смолы. Удаляем жертвенную ткань с избытками смолы и проводящей сеткой.
Извлекаем изделие. Получилось лучше даже, чем я ожидал. Воздушных пузырьков почти нет. Далее следует мехобработка. Срезаем излишки карбона по контуру изделия.